И это не значит, что туда нужно запихивать биткоин и говорить, что биткоин все решит. Нет. Биткоин — это не серебряная пуля, так же, как и блокчейн. Да, ты упомянул по поводу того, что в Гуанчжоу, по-моему, находится 80% майнеров, в общем. Достаточно много майнеров, Ну, да. достаточно много. Там не 80% майнеров, там основной источник электроэнергии — это гидроэлектростанция, потому что там исторически, географически очень много рек. И весной это в том числе одно из тех времен года, когда там разворачиваются очень сильно майнеры, в том числе старое, не самое эффективное оборудование, за счет того, что электроэнергии много, ее переизбыток, реки полноводные, оно начинает работать, и скорость сети обычно на это время как бы вырастает, потом опять к концу лета оно ужимается. При этом многие опасаются централизации майнинга и считают это реальной угрозой для биткоина. Ты так считаешь? Ты согласен с этим мнением? Вообще это возможно в текущих обстоятельствах? Происходит относительно географическое распределение. Китай, в отличие от Европы, Соединенных Штатов, России, за последние 30-40 лет показывает очень серьезный экономический рост. И этот серьезный экономический рост, он в том числе обусловлен тем, у них растет производство, и, соответственно, у них достаточно много электрической энергии, соответственно, они ищут способы, как увеличить количество электростанций. У них просто много этой энергии. У них просто такие условия, что из-за того, что у них сильно развито производство, очень большая индустриализация, у них просто много этой энергии. Это естественные условия. Мы жалуемся, что у кого-то больше гор, у кого-то больше рек, а у кого-то там снег. Это естественные условия. Они у всех изначально немножко отличаются. Кому-то повезло, у них много рек. Исландии повезло, у них есть геотермальное тепло, и есть генерация, в том числе электроэнергии из геотермальных источников, при этом достаточно низкая температура. Там очень тоже выгодно разворачивать майнинг, потому что это естественное охлаждение и геотермальное тепло. Один из дата-центров Bitfury в том числе находится вот в Исландии. Это просто условия. Централизация, я считаю, пока в это не вмешивается политика и не начинается шантаж конкретно людей, то это не является никаким красным флагом. У нас достаточно сильно мощности майнеров расставлены по всему миру. В Китае на текущий момент находится несколько пулов, которые вместе представляют примерно 40%. Но, опять же, это только пулы. За ними очень много американских майнеров. За ними точно так же много европейских майнеров. Это не означает, что все мощности, вот эти 40%, находятся в Китае. Они размазаны по всему миру. По статистике, на одной из конференций в Милане, на которой был в том числе Джихан Ву, была дискуссия, и я задавал ему вопрос, сколько у вас клиентов на пуле, которые не находятся в Китае. И он на тот момент сказал, частных клиентов больше 36%, а коммерческих порядка 24% не в Китае. Они просто используют пул, они в том числе купили оборудование у Bitmain, просто они уехали, но используют их пул. Поэтому мощности, я думаю, в реальной картине они размазаны намного больше. В том числе Bitfury в 2014 году мы подходили к планке, почти 50% мощностей было Bitfury. И мы их специально разделили на несколько разных групп, чтобы избежать возможности манипуляции 50, атаки 51%. Мы создали несколько пулов, мы в том числе отдали мощности в аренду, в том числе мощности были частично отданы во владение другим пользователям и инвесторам, именно чтобы сохранить здоровую среду биткоина.
Ты можешь пояснить, что такое атака 51%, как раз-таки то, что завязано на майнинге и на его централизации? Это практически как монополия, как право первой руки, когда большинство людей могут войти в сговор и начать манипулировать с той информацией, которая есть. То Я есть, по так сути, понимаю, там необратимостью транзакций, делать это больше даблспенды. да, Нет. это больше как социальный аспект, в том числе есть там задачи византийских генералов, да, когда ты не можешь доверять каждому в отдельности, но доверяешь всей группе. Здесь примерно точно так же. Как один из хороших примеров, это вот то, что а, биткоин решил, биткоин создавался изначально как финансовая система, но попутно он внезапно решил некоторые социальные проблемы совершенно неожиданным образом. Например, как таймстампинг. Да. Таймстампинг — это возможность поставить временную отметку для какого-то документа и четко сказать, что он был создан именно в это время. Поскольку блоки создаются последовательно и затрачивается какая-то энергия, то если ты возьмешь какой-то документ, посчитаешь для него контрольную сумму четко и разместишь ее как транзакцию в биткоин-блокчейне, то задним числом ты уже ничего поменять не можешь. Даже если ты поменяешь в документе две буковки местами или уберешь запятую или точку, у тебя контрольная сумма будет совершенно другая. Таким образом, ты вроде не публикуешь весь документ полностью, но у тебя есть его контрольная сумма. И внутри документа может быть четко написано: я, Алексей, находясь в здравом уме и трезвом рассудке, передаю доли своей компании в случае наступления моей неминуемой смерти тому-то и тому-то. Я не публикую этот документ. Никто не знает пока его содержимого. Но я внутри посчитал электронную контрольную сумму этого документа, опубликовал ее в блокчейне. Если я отдал такой документ нотариусу, то нотариус может с этим манипулировать. Он может в журнале задним числом вписать: мы доверяем нотариусу, потому что это выбранная персона, которая проходит сертификацию. Мы говорим, нотариус как сервис — это доверительное лицо, которому мы доверяем. Ну вот, например, как в России, если у тебя есть 100 нотариусов, но из них 10 нечестные, то вся система уже не работает. Ты не можешь ты не можешь ей доверять. И в биткоине с 51% атаки примерно то же самое. Пока у тебя все майнеры выполняют всю работу, все прекрасно. Если один из майнеров будет манипулировать, там 10%, 20%, система по-прежнему будет работать, это не сказывается критично на работоспособности. Но если это больше 50%, то это уже становится критичным, потому что тогда у этой группы майнеров появляется возможность манипулировать с некоторыми транзакциями. В том числе делать транзакции двойной траты, в том числе пытаться блокировать какие-то другие транзакции. И это нарушает логику работы, может потенциально нарушить логику работы биткоин-блокчейна. У нас в истории была ситуация, когда в том числе при активном участии некоторых майнеров были попытки, скажем так, каким-то образом повлиять на инфраструктуру, на систему, на биткоин в целом. В частности, Segwit 2x, печально известный. Я так понимаю, ты непосредственно присутствовал в Нью-Йорке в момент подписания Нью-Йоркского соглашения, так Да. называемого. Как бы, опять же, я знаю, что у вас репутация правильной компании с точки зрения прислушивающейся к комьюнити, но я бы, наверное, хотел, чтобы, может быть, ты бы пояснил для более широкой публики, в чем, наверное, был стратегический или тактический ход и почему вы участвовали в этом, ну, скажем так, противоречивом мероприятии. Противоречивость возникает из-за того, что всегда есть какие-то люди, которые не согласны. Чем больше людей, тем больше мнений, и у кого-то всегда будет свое понимание, свое видение. Чтобы понять, что такое Segwit 2x, нужно вернуться назад в истории практически на 2 года. Перед Segwit 2x был Гонконг Agreement, подписание которого заняло 21 час. Там было 58 представителей, в том числе и производителей оборудования, и бизнеса, и майнеров, и core-девелоперов. И мы как раз-таки пытались договориться, как максимально безболезненно активизировать Segwit
и увеличить пропускную способность биткоин-сети. Но соглашение — это всегда как бы взаимные шаги навстречу и встреча где-то посередине. Нельзя договориться, если ты пытаешься уходить, а я пытаюсь тебя догонять. Мы никогда не сойдемся ни в какой точке. Я делаю шаг навстречу, ты делаешь шаг навстречу. Чем больше сторон, тем сложнее это соглашение. До Гонконга был Майами Agreement и был Майами Roundtable, на котором точно так же обсуждались, какие проблемы есть, как это сделать. В том числе обсуждались и объясняли друг другу бизнесы, что нельзя раскатать софт-форк, обновление программного обеспечения за 3 месяца, а потом раскатать еще раз за месяц новый. Для большинства бизнесов, для большинства бирж это очень сложный бизнес-процесс. У них есть работающая версия программного обеспечения, им нужно протестировать новую версию, им нужно создать план, как они раскатывают это новое обновление. Этот роллаут-план, он занимает какое-то время, нужно перейти со старой системы на новую, не сломав транзакции. Если это еще и бизнес, который работает 24/7, то это в геометрии становится сложнее. И с мобильными кошельками, так же, как я тебе приводил пример, это тоже очень сложный процесс. Ты предлагаешь пользователям обновление, но ты не можешь его зафорсить. Они могут остаться на старой версии и еще пользовать какое-то время. И только потом обновить. И поэтому получается целая последовательность таких факторов, которые затрудняют быстро производить какие-то обновления. Плюс у тебя есть социальная часть. Вот так же, как то, что я говорил, что биткоин состоит из социальной части, из экономической, из технической, да, здесь это социальная часть. Мы должны договориться о том, какие изменения мы принимаем и как мы их вводим в эксплуатацию. И у всех разное понимание того, как это действительно войдет в эксплуатацию и будет работать. Ты можешь голосовать за то, в какой цвет покрасить ракету, но вряд ли можно голосовать о том, как инженерно построить ракету. Всегда есть инженер, который берет на себя ответственность, который как лидер разработки подписывается на какие-то цели, которые он готов достичь, и как эксперт и инженер в этой области он выстраивает все и строит эту ракету, чтобы она действительно взлетела и могла долететь, достичь своей цели. И здесь мы также полагаемся на core-разработчиков, потому что они эксперты в этой области, они понимают все взаимосвязи, они знают, как это построить, и мы можем только как бы принимать этот продукт и понимать, как он работает. Segwit — достаточно сложная система для понимания не просто вот одно какое-то слово, которое я могу сказать, что он решает или что он дает. Это очень большая платформа, которая позволяет строить кучу сервисов поверх этой платформы. Тот же самый Lightning, да, те же самые Atomic Swap, тот же самый Mast, Merkle Array 3, это, по сути дела, смарт-контракты на биткоине. Это все делалось и двигалось с Segwit. И очень многие люди в то время просто по концептам не понимали, что такое Lightning, к чему он может привести. У них возникало ощущение, что это офчейн транзакции, что это убьет биткоин, что это ему навредит, что это может поломать всю майнеры систему. не зарабатывают на этом денег? Это опять же из-за того, что люди тогда читали просто документацию, они не понимали до конца, как это будет работать в реальной жизни. Да. Lightning не может жить сам по себе без блокчейна. Он не висит в воздухе. Он опирается на блокчейн. Мало того, ему для проведения всех сделок ему нужен блокчейн. Он фиксирует промежуточные статусы в обязательном порядке в блокчейне. Это не офчейн транзакции. Они надчейн, скорее, транзакции, если использовать более правильный термин. И достичь соглашения, когда люди этого не понимают, оно крайне тяжело. Китайские майнеры просто хотели увеличить размер блока в лоб. В том числе шла торговля, чтобы выиграть какие-то условия более выгодные для них, которые не устраивали все остальное сообщество, поэтому договариваться было крайне тяжело. Кроме того, в некоторые моменты эта попытка договориться, она заходила просто в тупик. Из серии «Мы хотим, чтобы блок был 4 мегабайта». Ну окей, ребята, давайте вот
4 сразу технически как бы нельзя, мы можем сделать 3,5 или 3. Нет, раз так нельзя, тогда мы хотим блок 8. И это вот шаг назад. Ты пытаешься договориться и найти какой-то компромисс, сделать какую-то уступку, а люди вместо этого повышают планку еще больше. Поэтому договориться было тяжело. И все эти договоренности, они в том числе маленькая торговля за счет того, что я хочу получить еще что-то и попробовать еще что-то. И тот же самый Segwit 2X – это был результат крайне сложного соглашения, когда мне приходилось бегать и на консенсус-конференции реально вылавливать представителей бизнеса, отводить их, показывать текст соглашения. Они говорили, все устраивает, но вот здесь вот это слово хотелось бы поменять. Ты бежишь, ловишь старого человека, который вот уже это слово выстрадал потом и кровью туда вложил, передоговариваешься по-новому, все устраивает текст. И приходилось заниматься практически вот такой переговорческой функцией. То есть дипломатией. Да, мы не проталкивали ничего своего, мы просто помогали всем людям договориться. Тот же самый Майами, Bitfury полностью оплатила всю эту конференцию, по сути дела. Да, и за конференцию, и за микрофоны, просто чтобы люди смогли собраться и обсудить. Гонконг, окей, там Пиндер Ву был, который очень хорошо организовал для всех место, создали условия наиболее комфортные, чтобы все могли приехать в это время, опять договаривались. С Нью-Йорком было сложнее, и с Нью-Йорком было сложнее еще потому, что было намного больше сторон. Мало того, эти стороны пытались выторговать еще себе вариант, а давайте мы сделаем еще изменения в биткоин-коре, которые мы считаем, что будут лучше, и, возможно, дадут что-то еще. И если ты говоришь «нет», то ты вообще не можешь договориться. А это значит, что ты не выполняешь ни первого пункта, ни второго, ни третьего пункта. А первый пункт, на котором сходились все, и на который, в принципе, подписывались все, это активизировать Segwit. Но потом шла уже торговля за отдельно. И, в принципе, это был компромисс, когда было понятно, что второй и третий вариант может уже не сработать. И шансы технической оценки, что кто-то успеет написать нормальный код хардфорка в хорошем качестве и имплементировать его в полгода, он был малореалистичный. Но на это приходилось соглашаться. И если бы они действительно смогли бы сделать невозможное и что-то такое создать, и доказать еще главное сообществу, что это действительно, что оно сработает, окей, возможно бы это сработало. Но по факту, если бы как на рулетке делать ставку, я на вторую часть ставку изначально я был скептичен, что она сработает. То есть основная задача была подписать агримент, чтобы приняли первый пункт, Segwit, а дальше уже как бы маловероятно. Задача была договориться. Не было торгов, там, мы хотим вот только это и все. Еще раз, консенсус, так же, как и консенсус в биткоине, как это согласие, продукт согласия при полном непротивлении сторон. Да? Золотой теленок, классика жанра. Здесь абсолютно то же самое. Люди хотели реализовать и хотели сделать еще и дополнительные изменения, даже при том, что было очень много людей, которые им говорили, что это нереально вложиться в такие сроки. Были в том числе и люди, которые говорили, нет, мы все равно напишем этот код, поверьте нам, мы успеем, мы сделаем. Как бы они попытались, и у них не получилось. Но наше счастье уже опять хотя бы в том, что был выбран именно такой процесс последовательности, когда голосование проходит с совместимыми флагами для Segwit, и весь процесс, он более-менее логичен. То есть мы переходим только если все соглашаемся. Это опять же социальный фактор. Если все не соглашаются, и не происходит. Мы же договорились, что если мы соглашаемся, мы переходим. По договору мы договорились, что мы переходим при согласии, согласие не произошло. Все остальное комьюнити его не приняло. И в принципе я считаю, что Гонконг Agreement это не идеальный вариант решения. И в нем тоже есть от идеальности очень много моментов, которые далеки от идеальности. И Нью-Йорк Agreement далеко не идеален. Но
это пожелание всех сторон. Ты не можешь двинуться дальше, пока все не хотят идти. Все в данном случае как повязаны одной веревкой. Если трое хотят идти, а все остальные хотят сидеть, и их 15 человек, ты далеко никуда не уйдешь. Скажи, пожалуйста, без упоминания конкретных компаний и людей, то, что сеть спамили до активно, это такой один был из инструментов повлиять на решение, на, скажем так, на исход такой, который устраивал тех людей, которые как раз-таки, скажем так, пропагандировали увеличение размера блока. Это реальный факт. Так, действительно, майнеры могут делать, могут спамить сеть и заставлять как бы транзакции стоять и фактически заполнять мемпул пустыми блоками. Спамили не майнеры. Транзакциями спамят, собственно, те, кто генерирует транзакции, это владельцы и держатели денег. И там на 70% вот эти транзакции, которых было гигантское количество, они генерировались просто бизнесами, которые не понимали сути, как работает биткоин. Я приведу очень-очень простой пример. Это то, что как раз-таки обсуждалось в Гонконге и очень активно обсуждалось в Нью-Йорке, и то, что люди долгое время не могли уловить. Вместо того, чтобы посылать кучу отдельных маленьких транзакций на выплатах, можно сделать одну транзакцию и оплатить сразу 2000 получателей. Она занимает в разы меньше места, она требует в разы меньше фи на транзакцию. И это, собственно говоря, вот опять же возвращает нас к тому, когда я говорил, что старая монетарная система – это как бы одномерная система или двухмерная, да, а здесь трехмерный мир, он другой. Если мы все по платежах говорим один отправитель, один получатель, одна транзакция в секунду, в Visa, в мастере у нас точно так же один человек, который платит, один получатель, который получает эту транзакцию, одна транзакция в секунду, биткоин многомерен. Ты можешь взять 15 тысяч входов, 20 тысяч выходов. Одновременно заплатить 5000 работникам, оплатить 10 тысяч счетов, взяв их совершенно с разных бухгалтерских счетов, твоих как бы кошельков, которые у тебя есть внутри. Это будет по-прежнему одна транзакция. И вот этот спам, который возникал, это из-за того, что вот тот же самый Coinbase делал выплаты каждому пользователю отдельно. Один отправитель, один получатель. И самое плохое, что они выбрали у себя такую модель, что они сами покрывали это фи из своего кармана. Изначально у них так был построен бизнес. И поэтому возникал вот этот диссонанс. Им нужно было поменять только логику восприятия у себя в голове. И когда до них это дошло, и когда им их несколько раз им это объяснили, этот спам сразу сократился в разы. А именно Coinbase, он генерировал больше 30%. И таких компаний было несколько. И что самое странное, это вот как раз-таки в основном те компании, которые толкали Segwit 2x, настаивали на увеличении размера блока в лоб, что на самом деле не является решением. У них было более простое решение прямо перед носом. Достаточно было просто понять его и осознать. Удивительные совпадения. Реальный мир. Скажи, пожалуйста, а вот, ну, вот принятие различных агриментов за закрытыми дверями, ну, это похоже немножко на такое, скажем так, в реальном мире это бы назвали картельным сговором. Это не противоречит вообще идеологии биткоина, потому что все-таки у нас, да, у нас есть бизнесы, но тем не менее у нас децентрализованная криптовалюта, построенная во многом на обществе. И тут собирается какая-то часть компаний, да, это крупные компании, наверное, с хорошими намерениями, большинство, и они принимают некое решение и берут на себя ответственность за принятие и выполнение этого решения якобы от лица всего сообщества. Встречный вопрос. Ты видел когда-нибудь в реальном мире, чтобы большое количество людей принимало какое-то решение и целенаправленно двигалось? Вот, например, какая-то манифестация на площади как бы четко развернулась налево и пошла четко там на гору, чтобы захватить какой-то флаг на горе.
Нет, это, как правило, не происходит. Должны быть какие-то группы, внутри которых принимаются решения, да, и всегда есть какие-то лидеры, которые оценивают ситуацию. И лидер – это крайняя противоположность диктатору или крайняя противоположность там, начальнику или шефу или барину, да, который четко сказал, вот он сказал так, и так будет. Лидер – это человек, который берет ответственность за все свои решения. Да, как главный инженер, который разрабатывает там, ракету. Да, он ответственен за результат. Если нет, то значит тебе будет с кого спросить. И внутри группы всегда происходит соглашение, что мы доверяемся лидеру, мы доверяемся тому, кто принимает решения, и следуем за ним, чтобы достичь командной цели. Как морские котики. Морские котики все, в принципе, выполняют каждую свою задачу, но всегда есть тот кто-то, кто назначается даже временно среди них, кто назначается лидером. Он принимает решение, говорит, все идем направо, все идем налево. Разделяемся ты туда, мы сюда, вместе приходим, как бы выполняем эту цель. Если нету такого распределения ролей, то ничего хорошего не произойдет. Если представить, что там 10 тысяч человек разговаривают в одной конференц-комнате по телефону, как ты думаешь, как быстро они до чего-то договорятся? Я думаю, что будет стоять просто шум, все будут жаловаться, все будут ругаться, но договориться будет крайне тяжело. И в основном эти договора, они происходят всегда. Сначала внутри компании между отделами люди договариваются, вырабатывают какую-то позицию, какую-то стратегию, как они будут, как они хотят представлять или какого результата хотят они достичь. Дальше выбранные представители едут и договариваются уже на уровне между компаниями, между группами людей. И в социуме у нас происходит абсолютно то же самое. Любые социальные группы, всегда есть кто-то, кто представляет интересы этой группы. Там группы социальной защиты есть. Группы, я не знаю, сообщества ЛГБТ. Да. У нас всегда есть какие-то представители, которые выступают, и от лица группы они представляют мнение, они обладают наибольшей компетенцией, чтобы договориться со всеми внешними отношениями. Это просто происходит, вот, можно сказать, естественным образом. Это часть социального принятия решения более эффективным способом. Если ты хочешь принять решение быстро, да, то между двумя людьми это решение всегда найдется крайне быстро. Если будет 3 человека, это займет больше времени. Если будет 5 человек, это займет еще больше времени. Если это будет 25, то это экспоненциально займет больше времени. Любые даже конференц-звонки, которые ты проводишь, чем больше людей, тем длиннее становится конференц-звонок даже по достаточно простым вопросам. Если кто-то не возьмется его организовать и не спросит, там, давайте четко голосуем, есть вариант А, Б, С. Каждый отвечает, за какой вариант голосуем. Да? Вот уже лидерство. Он что, диктатор? Нет, он предложил варианты решения, он соптимизировал процесс, он помог сделать его быстрее. И здесь получается примерно то же самое. Те компании, которые едут, они лидеры в какой-то индустрии, у них, как правило, достаточно глубокий опыт и понимание, как это будет развиваться. Да, есть какие-то компании, которые пытаются выстраивать какие-то монопольные правила, но в отличие от системы, где можно навесить какую-то диктатуру и поставить четко правила, что это решение нашего правительства и Центробанка. У нас все будет работать только на деревянных кружках, и все обязаны рассчитываться деревянными кружками, и все. Вот это диктатура. То биткоин – это более-менее открытое. Если тебя не устраивает, ты не пользуешься. Почему произошел хардфорк? Да, это прекрасный, хороший социальный процесс. Кого-то не устраивал, и он сделал свою монету. Да, да, это абсолютно свободное, открытое соглашение. Когда все соглашаются, ты быстрее можешь достигать какого-то результата. Но если есть группа, которая не согласна, она всегда будет саботировать, тормозить процесс, мешать процессу. Прекрасно. Хардфорк – это социальный механизм того, как начать двигаться быстрее. Группа создает свою копию проекта. Если они считают, что могут построить его лучше, круче, это будет еще более прекрасный инструмент. Удачи им. Рынок решит. Да, флагом в руки, да, рынок решит, и рынок реально примет. Зато оставшееся сообщество избавляется от вот этого кризиса, уходят вот эти конфликтные персоны, которые создают
негативный фон, создают кучу конфликтов, кучу ненужных дискуссий, и эти ресурсы переходят на движение. Это всегда вопрос тоже ресурсов. Ты тратишь свое время, ты тратишь время на коммуникации. И если внутри команды есть конфликты, вместо того, чтобы заниматься продвижением и разработкой продукта, очень много ресурсов уходит на внутренние конфликты. В сообществе биткоина с этим получается абсолютно то же самое. Когда есть несогласные, когда есть какие-то конфликтные, вместо того, чтобы разрабатывать продукт, очень много ресурсов уходит на решение и поиск компромиссов вот этого несогласия. И форки в этом плане прекрасный показатель. Скажи, пожалуйста, недавно Forbes опубликовал список самых крупнейших с точки зрения капитализации блокчейн-компаний, в том числе Bitfury была в этом списке наряду с Coinbase, если я не ошибаюсь. Ваша капитализация составляла что-то в районе 1 миллиарда или даже больше. А сколько вообще в компании проектов примерно хотя бы? То есть я понимаю, что помимо майнинга, как ты уже успел сказать, у вас очень много других софтверные решения, производство чипов, Жидкостное инжиниринг, то охлаждение, есть да. очень много всего. И сколько людей вообще работают на вас примерно? На начало, на конец прошлого года, на начало этого года точная цифра была 760 человек. Компания достаточно быстро разрасталась. И когда компания разрастается достаточно быстро, естественным получается такой процесс, что нанимается очень много людей, которые не находят свое место, не показывают себя эффективно. И поэтому, когда быстро нанимаешь людей, приходится ужиматься. Да. Плюс криптозима– это переоптимизация сервиса и оптимизация расходов. На конец прошлого года у нас было 760 человек. Сейчас мы достаточно сильно ужались, но количество проектов, оно не сократилось, оно стало только больше. И, как ты правильно сказал, да, это не только майнинг, да, это не только софт, в том числе Bitfury поглотила Elite Control. Это компания, которая занимается жидкостным охлаждением, является на рынке уже больше 5 лет до этого. Мы с помощью Elite Control и с помощью их специалистов построили в том числе достаточно большой дата-центр с жидкостным охлаждением в Грузии на 60 мегаватт. И поменяли и практически реизобрели очень много вещей именно в процессе постройки этого дата-центра. Очень сильно поменяв технологии, поменяв подход того, как это делалось до этого. И, естественно, Elite Control, как независимая компания, так и занимается жидкостным охлаждением. Есть Bitfury Capital, который занимался инвестициями, который занимается до сих пор инвестициями, вкладывается в проекты. Тот же самый Exonum сейчас превратился в гигантский пласт очень разнородных проектов, которые используются как компаниями, так и на уровне государства для реализации совершенно разных вещей. И вполне возможно, Exonum будет достаточно большим продуктом, который будет в том числе достаточно сильно наполнять компанию потенциально проектами, ресурсом и доходом, составлять серьезную финансовую часть оборота. Помимо этого есть еще направления, которые мы тоже подготавливаем и о которых я сейчас не могу рассказать. Не могу рассказать еще и по той причине, что это является тоже частью философии Bitfury. Сначала сделать, потом рассказывать. Правильная философия очень. Да, они сначала рассказывают. А не объявление об объявлении об объявлении. Очень многие вещи, в том числе мы делали, их нельзя назвать чисто монетарными, но они делались на пользу сообществу, очень сильно развивая и продвигая технологию вперед и стараясь создать очень полезные вещи. Да. Тот же самый Lightning, на его создание и первичной реализации Bitfury потратила очень много сил. Да. В том числе Элизабет Старк, когда только был white paper на Lightning, не было еще ни одной живой
хорошая, стабильно работающая имплементация. И мы привозили команду Элизабет Старк и девелоперов в Киев. Они работали вместе с нашими разработчиками, которые взяли... Они не работали до этого в Bitfury вообще. Да, взяли 5 разработчиков, которые занимались исключительно развитием Lightning. Просто как технология, которая очень серьезно поменяет платежи и которая, как перспективная технология, очень серьезно поменяет все эти сервисы, которые мы видим сейчас. Это задел социальный на будущее экосистемы, можно сказать, подарок вот всему сообществу и всему человечеству достаточно сильный. Segwit мы достаточно сильно тоже поддерживали, развивали, объясняли, в том числе занимались просветительской деятельностью, и в том числе координацией вот всех этих встреч, это тоже очень много ресурсов. Да, это полезная технология, и мы считаем, что надо создавать много таких полезных сервисов для общества и делать. Естественно, компания должна в том числе и платить зарплату работникам и зарабатывать деньги, и Bitfury этим тоже занимается. Два вопроса, которые вытекают из твоего ответа по поводу криптозимы. Да. Ну, она по всем достаточно сильно ударила, по многим. Неправильно выстроенным бизнесом, скажем так. Но для майнеров, наверное, она была достаточно существенной, потому что стоимость майнинга растет, а стоимость биткоина в какой-то момент очень сильно скатилась вниз. Да. Как вам удалось, я уже надеюсь, пережить эту криптозиму? Будем надеяться, что она закончилась. Для Bitfury эта криптозима далеко не первая, это уже третья криптозима. Естественно, у нас есть опыт выживания в таких условиях. Достаточно сильно урезаются те направления, в том числе просто какие-то ресерчи, исследовательские работы, в том числе какие-то инвестиции без возврата. Их, к сожалению, приходится ужимать, потому что если этого не сделать, то просто компания, скорее всего, не выживет. Но криптозима абсолютно, естественно, нормальный процесс. Да, у нас также волновое развитие, и мы очень сильно из-за этого вылетаем по цене вниз, потом проваливаемся. Это новая растущая, развивающаяся технология, это новый развивающийся рынок. Из-за того, что это новый рынок, его рост обусловлен, да, инновации, эффективные инновации, которая, собственно говоря, создает такой рост в разы. Любая инновация, как правило, создает именно рост в разы, потому что эффективность у тебя увеличивается на порядке. Как, например, конвейерная сборка, которая была там изобретена Фордом. Да, она позволила резко снизить стоимость производства, резко поднять качество производства и резко увеличить объемы производства. При этом работники, которые работали на конвейерной сборке, они зарабатывали больше по сравнению с другими областями. И вот это эффективность в разы. И это эффективность, которая позволяет очень сильно на рынке поменять условия игры, и технология предоставляет эту возможность. Рост биткоина в основном это вот эта технология, это вот эта эффективность. Эффективность как в Lightning Payment, да, если мы говорим, что нормальные платежи у нас там Visa или Master обещают довести до 3-5 секунд. Lightning – это миллисекунды, это разница в 10 тысяч раз. А стоимость в цене, она еще больше в разы. Вот эта эффективность, вот эта разница, вот поэтому и такой рост. Но при этом это не сбалансированный рынок. Он растет скачками, мы открыли какую-то новую вещь, он резко вылетел вверх, а потом он резко провалился вниз. Очень большое количество трейдеров, оно не сбалансировано. Очень много трейдеры работают как демпферы на рынке. Да, когда у нас кросс-бордерные сделки, конвертации с одного направления в другое, то они, собственно, заполняют вот этот вот торговый баланс, которого не хватает. И в нормальной пропорции трейдеры берут на себя риск, чтобы заполнить такие сделки, компенсируя их по цене, но они восполняют объем. А у нас сейчас переизбыток этих трейдеров. Они их то раздуваются, то сжимаются, из-за этого рынок вот так вот и гуляет волнами. Все остальное – это нормальный естественный процесс. И эта криптозима, она в том числе позволяет стряхнуть балласт неэффективных майнеров. Это приводит только к улучшению условий. Да? Это как нормальная конкуренция на нормальном рынке. Проблемы здесь нету, это просто нормальные обстоятельства, на которые нужно уметь реагировать.
Скажи, пожалуйста, ты вот, ну, как бы часто в пример приводится земельный регистр Грузии. Я знаю, что вы сотрудничали и сотрудничаете с правительством Украины, насколько мне известно. Ну, вы Да. работали с ними. И при этом многими биткоин воспринимается как такая антигосударственная, антиправительственная тема. Плюс кристалл, который многие как бы не знающие люди, наверное, воспринимают как такой инструмент за слежкой. Не противоречит ли одно другому? То есть, ну, как бы мы все прекрасно знаем и понимаем, что Bitfury — это такая трушная биткоин-компания, хотя бы потому, что вы, насколько мне известно, вы майните биток в основном. Да, возможно, ты, по-моему, говорил, что какие-то другие криптовалюты, что-то было А, такое, но при этом... Да, в том числе мы и делали исследования, и были моменты, мы майнили какие-то другие там альткоины, ну, в таких очень-очень маленьких пропорциях, больше как исследовательская работа. Есть такой момент, который далеко тоже не все знают. Мы давно достаточно сделали когда-то Lightning чип, но не стали его продавать. Не стали его продавать, потому что исследования на рынке, ситуация на рынке была такая, что лайткоин вылетел очень сильно наверх, и было понятно, что экономически он свалится вниз. И если мы будем продавать оборудование, то мы окажемся в той ситуации, когда клиенты просто потеряют деньги и ничего не заработают. И в силу сохранения имиджа мы решили не идти этой дорогой, даже теряя деньги. Мы просто не стали это оборудование производить и не стали этим заниматься. Ну и вот по факту как бы получается, что компания Bitfury, она такая достаточно биткоин-максималистская компания, в хорошем смысле, да, но при этом заигрывает с государством, заигрывает с кристаллом. Нет ли какого-то противоречия, и мог бы ты С это кристаллом объяснить? ты очень четко выразил вещь. Люди считают, что это механизм для слежки. Такой по Да, Джордж Оруэллу, знаешь, да, да. 1984. Но с кристаллом это инструмент скорее там почти от обратного. Да. Изначально это была все-таки статистическая машина для анализа и понимания того, что происходит. В том числе мы использовали там для оптимизации транзакций в блоках, для понимания, какие транзакции происходят. Но поскольку люди приходили и просили сделать визуализацию, просили помочь с расследованием там каких-то взломов, то у нас родился продукт вот именно из-за того, что люди начали заниматься этим, использовать визуализацию транзакций и создали этот продукт. Здесь нет заигрывания с государством, здесь есть нормальный коммерческий продукт. Если ты хочешь увидеть адопцию биткоина, тебе нужно создать мостик между старыми фиатными системами, между текущими системами. Ты никак не сделаешь никакого решения и не принесешь миру никаких решений, если ты запрешься и скажешь: все, это только работает в моей деревне, я никуда не выхожу и ни с кем не общаюсь. Так это не работает. Это психологическое запирательство внутри и отрицание большого мира. Эти системы есть, они необходимы, и они есть. Исследовать и ловить каждую транзакцию – это нереально. Это скорее паранойя большинства людей того, что они боятся, то, что они насмотрелись, но это технически в биткоине нереально сделать и невозможно. Мало того, всегда, когда делается такой отчет, это отчет вероятности. Возможно, эти деньги пришли оттуда. Возможно, это похоже на вот эти. Там всегда примерно. И он в этом плане, я считаю, что более честен, если мы говорим о AML-репорте, он более честен, потому что это чистая математика, которая тебе дает с вероятностью на 80% деньги чистые. Тебе это нужно практически. Тебе не нужно знать детали, куда потратил человек деньги, зачем деньги. Ты не собираешь эту информацию. Ты просто получаешь заключение робота, машины. Crystal Data позволяет такие отчеты делать. Она позволяет создавать комфортные условия для бирж, потому что без этого инструмента они не могут работать. Ни о каких сертификациях, ни о каких прохождениях каких-то комплайенсов речи быть вообще не может. Соответственно, и адопции быть не может. Поэтому это необходимая часть инструмента, которая все равно есть. Мало того, помимо Bitfury, таких компаний на рынке, которые предоставляют таких данных, 2 десятка. Другое дело, что из них
Есть менее успешные и более успешные. Все. Этот рынок, он все равно будет заполняться, хочешь ты или нет. Можно заполнить его просто более хорошим, качественным и более-менее разумным инструментом. Когда мы говорим о биткоине как о независимой системе, я считаю, что это просто более честная, более эффективная, более дешевая, более функциональная система по сравнению с теми системами, которые были до этого. Я не говорю, что банки или денежные деньги – это плохо. Разве мы можем говорить, что велосипед – это плохо, а скоростной поезд – это хорошо? Это эволюция. Есть системы, которые мы использовали до этого. Эти системы имеют определенные минусы. В них выявлены определенные недостатки. Мы увидели ситуации, в которых эти системы себя очень плохо ведут. Они могут быть контролируемы. Или как, например, срезание счетов на Кипре. Да, ты понимаешь, что ты не контролируешь свои деньги, у тебя просто отбирают деньги, потому что правительство локально решило, и ты их, по сути дела, не контролируешь. Что ты теперь Это должен, нарушение. и ты теперь Да. должен. Соответственно, мы видим другое решение. Мы видим решение, в котором ты можешь контролировать деньги сам, в котором их нельзя насильно у тебя отнять. Да. Нету таких вещей, как в 30-е годы, когда отнимали решением правительства золото. Да, Ты, наверное, не помнишь кризис 30-го года исторически. Я как бы еще пока не родился в тот момент, но я тоже не изучал. я тоже не родился. Я имею в виду, что во время кризиса 30-х годов, если посмотреть историю, то золото насильно изымали. То есть ты должен был сдать его государству. Твое или чье, да, право собственности. Да, как бы вот это незыблемое право, оно нарушалось. По сути дела, все права, все human rights, они четко прописаны. Биткоин просто позволяет построить более эффективную систему, которая работает больше соответствуя этим идеалам. Тебе не кажется, что вводя вот все эти программы по отслеживанию, я не говорю сейчас про Bitfury, мы знаем, что есть другие компании, которые занимаются конкретно программами по отслеживанию, регулирование, лицензирование. Опять же, не говорю, что это плохо. Мы придем к тому, от чего мы пытаемся сейчас уйти. Мы вернемся обратно в эту legacy financial system, и, условно говоря, банкиры в костюмах будут заменены банкирами в джинсах и в кофтах с капюшонами, условно. Тебе не нравятся джинсы и капюшоны? Нет, мне нравится как раз-таки, я сторонник, но просто это, условно говоря, знаешь, как в той поговорке, определенный половой орган, но только сбоку. Да. И там это все равно остаются люди. Тут вопрос больше в том, что система построена по принципу доверия людям, она всегда несет в себе очень большие ошибки. Да. Также вот, как я тебе рассказывал историю с нотариусами, да, если из 100 нотариусов 10 нечестны на руку, все, эта система не работает, она поломалась. В математике, если описаны правила, то их поломать нельзя, они работают вот так, как есть. Максимум, может быть, где-то можно найти какие-то компромиссы там, для решения каких-то вещей, но тоже в определенных рамках. Биткоин в этом плане представляет более такую идеалистическую, если хочешь, утопическую модель реализации. Ты говоришь максималист. Максималист – это вот как раз-таки Жакомо Зукко, да? Вот он максималист. Я в этом плане, наверное, больше реалист, потому что я считаю, что есть большая глобальная экономика, и большая глобальная экономика, она состоит из более маленьких экономик. И эти маленькие экономики – это отдельные решения, которые построены на своих каких-то системах. И наша глобальная экономика, она сейчас стоит из доллара, из рубля, из евро, из биткоина. Это все глобальная экономика. Нельзя отрицать и говорить, что у нас только биткоин, и только он идеалистичен. Также и с альткоинами. Среди альткоинов есть решения, которые в принципе имеют право на жизнь. Если у тебя скидочная карта на стейке, то тебе не нужно 100 тысяч транзакций в секунду. Тебе достаточно вполне, если твои транзакции будут фиксироваться раз в сутки. Ты пришел, съел стейки, там 9 штук съел, 10 тебе бесплатно. Нужна ли здесь скорость транзакций? Нет.
Если эта система будет дешевая для бизнеса, это будет хорошо? Да. Если эта система будет относительно надежная, но там не суперстойкая, как бы это бизнес строит? Да. То есть свои маленькие требования, своя маленькая локальная экономика. И это не значит, что туда нужно запихивать биткоин и говорить, что биткоин все решит. Нет. Биткоин — это не серебряная пуля, так же, как и блокчейн. Она не решает все. Самсон Моу очень хорошо пошутил один раз на эту тему. Если сказать 3 раза громко блокчейн, то все ваши данные, да, все ваши данные станут неизменяемы, immutable, и вы станете лидером в технорынке, в техноиндустрии. Нет, это неправда. Да. Инструмент дает эффективность только если он правильно применяется. И для разных решений подходят разные инструменты. И также с биткоином. Это больше финансовая система, которая построена для определенного рода финансовых транзакций. Но есть куча других экономик, которые обладают совершенно другими локальными требованиями, где вполне возможно приживутся какие-то другие решения. Они будут опираться все равно на биткоин. Есть всегда доминирующие какие-то решения и более мелкие, которые заполняют это пространство, но они все равно составляют общую глобальную экономику, потому что они всегда между собой взаимодействуют. Здесь то же самое. И даже там золото, я не считаю, что там биткоин полностью вытеснит золото. Он там повлияет, он сократит, возможно, его долю, но есть плюсы у золота, есть плюсы у биткоина и меньше там плюсов у фиатных денег. Вот, соответственно, пропорция поменяется. Скажи, пожалуйста, Bitfury мог бы стать компанией нодой для Libra? Ноды для Libra... Или вообще каким-то образом поучаствовать? Не исключаю такого. Libra, даже при том, что те реализации, технические концепты и планы реализации, которые я видел, я достаточно скептичен, что это так будет. Я думаю, что постройка живого решения у них займет гораздо больше времени, чем они считают. Это почти классическая ошибка считать, что они быстро смогут построить надежное, хорошо работающее решение методом больших денег и большого количества людей. Да. Классическая ошибка менеджера. Если нанять 9 женщин, нельзя ребенка сделать за месяц. Да. Здесь примерно то же самое. Нельзя очень быстро построить надежное решение, на которое будет опираться миллионная индустрия. Нельзя очень быстро создать концепт Libra, на который мы собираемся сгрузить экономику Фейсбука, собираемся сгрузить экономику Uber, PayPal и кучу-кучу других экономик. Наверняка будет десятки таких ошибок. Если взять любой альткоин и посмотреть его историю, ты увидишь, сколько ошибок они совершают, даже при том, что вполне понятен путь. Чуть-чуть по-другому пишется код, кто-то где-то что-то не досмотрел, и это ошибка. И поэтому построить Libra будет крайне-крайне тяжело и ресурсоемко. Вполне возможно, они построят и найдут какой-то компромисс и какое-то решение. Однозначно при таком рынке и при таком охвате пользователей Uber, PayPal, Facebook можно и нужно было создать какую-то монетарную систему. Я считаю, что они даже в какой-то мере очень сильно упустили свое время. Alipay, WeChat реализовал гигантскую экономику в Китае, и они открыли, собственно говоря... Но ведь это не криптовалюта. Это не совсем криптовалюта. То, что строит Libra, я тоже не могу назвать стопроцентно криптовалютой. Но они везде утверждают, что это криптовалюта. Мы можем называть сейчас все, что угодно криптовалютой, в силу того, что, опять же, это новая индустрия. Все, что похоже на криптовалюту, мы называем криптовалютой. Центры сертификации, концепция другая, я не знаю. Это вопрос, наверное, больше там за научным сектором. Определить терминологию, а что же такое криптовалюта? Скажи, а это угроза биткоину или это все-таки будет способствовать продвижению его в массы? На текущий момент я считаю, что это очень сильный катализатор, который работает в пользу биткоина.
как только такие большие компании объявили, что они тоже поддерживают крипторешения, это автоматом практически для всех институционалов, для всех бизнесов сработало как большой флаг того, что биткоин имеет право на жизнь, что это живой работающий проект и что действительно в нем есть деньги. Но еще раз, если мы возвращаемся назад к тому, как ты говорил, максималист, я в этом плане реалист. Я вполне понимаю, что могут возникнуть какие-то другие решения, которые могут в том числе потеснить сильно биткоин, либо поменять его роль, либо заменить биткоин, либо появится биткоин 2.0, и они будут жить. Однозначно могу сказать, что это не биткоин кэш и не биткоин СВ. С ними все печально. Тут нарушение логики, опять же, из-за того, что люди не понимают, как это строить. Если мы говорим о безопасной валюте, то безопасной является только валюта, у которой наибольший хешрейт при определенном алгоритме. Все форки, которые создаются и не меняют алгоритма, они уязвимы, потому что для большой сети просто переключить мощность маленького пула, ничего не теряя на день, они, собственно говоря, всю эту сеть, все эти деньги, все эти ресурсы могут захватить. Поэтому биткоин кэш это мощность, наверное, 1/3 среднего пула. Переключить всего на сутки, и, в принципе, вся эта валюта, у нее никакого защитного барьера нету. Также есть много других валют, где дневной оборот превышает стоимость атаки. Сейчас просто до этого люди не дошли и не задумались об этом, но это крайне опасно. Так же, как мы строим дополнительные уровни, как ICO над эфиром. Это очень большая стоимость, которой мы наделяем, собственно говоря, сам эфир. Достаточно ли он защищен, достаточно ли он надежен в этом плане. Это вопросы, которые должны вызывать у нас опасения и заставлять нас задуматься об этих рисках. Но сейчас мы все плодим, мы получили новый инструмент, и мы пока не знаем, как его эффективно использовать. ICO как инструмент, он очень хорош и очень эффективен сам по себе, он позволяет быстро собирать средства, но, к сожалению, при том, что изначально он работал, и там есть статистика, которую я публиковал, табличка, когда в первый месяц большинство проектов были зеленые, они действительно собрали деньги и реализовали свои цели, и буквально за 4 месяца эта пропорция поменялась прямо на обратную. 80% собирали средства и ничего не реализовывали. Потому что мы придумали новый механизм для сбора средств, но при этом большинство людей, которые никогда ничего не инвестировали, получили возможность, не зная, как работать на этом рынке, вгрохивать деньги, не проверяя, сможет ли этот проект вообще что-то сделать, реалистична ли команда, реалистичен ли вообще план, который они написали. И большинство проектов, которые до этого отсеивались в том числе в процессе сбора инвестиций, когда они приходили к венчурным инвесторам, и венчурные инвесторы и там инвесторы на них просто смотрели и сразу понимали, что эти люди не способны реализовать ничего. Этот проект не жизнеспособен, он неправильно рассчитан, в нем не учтено кучу факторов, они их отсеивали. Появился новый инструмент, и две эти группы людей, талантливых в кавычках, они просто встретились. И это фаза обучения. Да. Мы получили новый инструмент, который позволяет собирать деньги, мало того, еще и без присутствия, когда ты реально физически не видишь команды, когда ты полагаешься только на их сайт, только на документацию. Очень много денег было вложено. Да, это однозначно имеет и положительную сторону, и дает очень хороший новый эффективный инструмент. Но чтобы понять, что такое хорошо, сначала рынок должен понять, что такое плохо. И поэтому мы прошли через фазу обучения, когда мы поняли, что очень много проектов используют этот механизм для того, чтобы обманывать людей, что они никогда ничего не сделают, они могут собрать деньги и пустить их совершенно на другие расходы. Из серии люди инвестируют и рассчитывают, что они станут совладельцами компании, а компания собирает эти деньги, пускает на исследование, потом говорит: спасибо за то, что вы платили исследование, но это наше IP. И теперь это наша патентно зарегистрированное право на созданную технологию. Вам спасибо, все свободны. Два финальных вопроса у меня. Задаются всем. По твоему мнению, кто такой Сатоши Накамото?
Вполне возможно, что это было 2-3 человека, но я считаю, что больше всех людей из тех, кого я знал, с которыми я встречался, Хал Финли, скорее всего, больше подходит под это описание. Он очень много постов сделал на биткоин-толке, и разбираясь с экономикой, то, что мне казалось, что я открыл и узнал абсолютно новое, я потом находил, что он это постил там за 3 года до этого, когда биткоин был еще в пеленках, очень-очень молодой. Он видел и просчитал очень-очень-очень многие моменты очень-очень далеко. Я не могу сказать, что это стопроцентный фактор, но с очень большой долей вероятности, да, вполне возможно, это он. И многие вещи и обстоятельства его жизни, они очень сильно с этим тоже сходятся. Но вполне возможно, что это была и просто группа людей, которая вот создала такой концепт. Понятно, что со временем, и там моя точка зрения может тоже поменяться, я могу найти какие-то еще интересные факты и там их сменить, но вот какие-то лидеры, да, они там появляются, я их оцениваю и смотрю. Крэг точно не Сатоши. Sorry to say. Я с ним общался, и есть очень много моментов, которые он вообще концептуально не понимает. Это ошибки такого теоретического плана. Ну, не будем давать ему эфирное время, даже немного. Согласен. Даже не ему лично. И последний вопрос. Я прошу всех в конце каждого эпизода сделать предсказание, которое мы потом от твоего имени опубликуем на платформе предсказаний. Предсказание цены биткоина на любой будущий период. Говоря, на 1 ноября 2019 года цена будет выше или ниже определенной отметки. Не мог бы ты такое предсказание сделать? Ты меня пытаешься подвести к тому, что я меньше всего люблю делать. Дело в том, что когда ты делаешь какую-то оценку или попытку предсказать, то чем дальше находится горизонт событий, тем меньше точность такого предсказания. А для очень сильно развивающейся технологии, которая в том числе подвержена влиянию глобальной экономики, на которую влияет куча факторов, то фактор предсказания, если мы строим как бы возможные варианты, он крайне-крайне широк. Давай возьмем на 1 сентября. У нас, в принципе, 1 сентября этого года? 1 сентября этого года. Биткоин будет выше там или ниже любой суммы. Я бы сказал, в пределах 30-40 тысяч. То есть выше 30 тысяч. Мы можем так Да, сказать. думаю, что да. Это не исключает того, что он может и 50, и 70 тысяч. И явно такие скачки еще в нашей истории будут. И если не будет другой технологии, не поменяются какие-то условия, не произойдут какие-то катастрофы, то вполне возможно мы увидим и там 100 тысяч, и даже миллион. Но в сентябре, скорее всего, будет рост. Да, в пределах лета, скорее всего, будет очень сильное тоже колебание цены, еще волатильность. Сентябрь, октябрь, ноябрь, я думаю, что будет более показательные месяцы, когда рост наиболее вероятен, и я думаю, что он будет более сильный. Окей. 1 сентября больше 30 тысяч. Разместим. Окей. Спасибо тебе большое, было круто. Со всеми оговорками. Супер.